Друзья, я специально вышел на улицу, чтобы снять первое видео в этом кардигане. Мы вместе с вами посмотрим на него. Посмотрите, как это классно. Я уже чувствую просто нереальные эмоции. Совсем недавно вот мы вместе убирали кончики нити. Да, их было много. Да, нужно проявить терпение, чтобы закончить этот процесс. Наконец-таки я это сделал. У меня все готово. Изделие собрано. Мне все нравится, меня все устраивает, я уже готов в нем ходить, кайфовать, встречать весну и радоваться жизни. Но нам нужно с вами провести еще ВТО. Что такое ВТО? Это влажная тепловая обработка. Я, конечно же, напишу вам про нее текстом еще в уроках, но так пару слов тоже замолвлю. Во-первых, мы сейчас на этом видео с вами посмотрим на параметры изделия визуально до стирки. Как вы знаете, английская резинка вытягивается, и под собственным весом она также вытягивается. А изделие у нас сборное, увесистое. И, конечно же, друзья, конечно же, оно подвержено вытягиванию. Как сильно? Это мы с вами увидим, насколько сильно вытянется этот кардиган. Это уже зависит от плотности вязания, от пряжи, которую мы используем. Здесь тонкостей на самом деле много. Но сейчас вот вы видите, то, что кардиганище мне, видите, длиной чуть выше колена. Вот расставлю руки вот так. Рукава, видите, до запястья не достают, если вот так их вытаскивать. Расставлять, если руки вот так. Капюшон до глаз не дотягивается, не достает. В общем, мы вместе с вами увидим, как изменится этот кардиган после ВТО. Что такое ВТО? ВТО – это влажно-тепловая обработка. Простыми словами, это стирка и сушка нашего кардигана. Конкретно вот это изделие весит около 3,5 килограмм. Не каждая стиральная машинка его возьмет и прокрутит. Руками стирать такую вещь, мне кажется, невозможно. Под весом воды это просто будет очень сложно именно вручную обработать. Поэтому я использую стиральную машинку. Она загрузка у нас 9 килограмм. Кардиган туда отлично помещается в барабан. Использую жидкие средства для стирки. Я вам покажу, какими пользуюсь сам. Полчаса, это 30 минут на температуре 30 градусов. И мы сейчас пройдем. И еще этот процесс я обязательно засниму на видео. Дальше сушка. Сушим изделие на горизонтальной поверхности. Аккуратно. Опять же, у меня кардиган связан с братской пряжей. Это полушерсть, 75% акрила, 25% шерсти. Пряжа очень стабильная, практичная. И после стирки с изделием редко что бывает такого непредсказуемого. То есть оно, да, подвытянется немного, но когда высохнет, примет свои изначальные параметры, и все будет отлично. Я уже проверял это неоднократно. И конкретно вот этот кардиган мы с вами будем сушить не на горизонтальной поверхности, а перечеркнем вот эти правила и высушим его в сушильной машине. Посмотрим, как ведет себя эта пряжа и что будет с изделием. Считайте, что это эксперимент. Я принимаю риски на себя, это мое изделие, оно из полушерсти. Я буду делать вот так. Вы, уважаемые мои зрители, обязательно руководствуйтесь рекомендациями производителя пряжи, из которой связано ваше изделие. Это важно. Не каждую пряжу, не каждый состав можно стирать в стиральной машинке. Поэтому обязательно читайте и здраво подходите к процессу. Потому что неправильная стирка или сушка может перечеркнуть все наши старания, труды и время, затраченное, да, на возделывание, на создание наших шедевров, и мы можем в конце концов испортить, просто испортить свое изделие. Как я рад, доволен, как ребенок. Да, планочка, видите, чуть-чуть подтянута, кажется. Есть такой визуальный эффект, но опять же посмотрим, что будет после ВТО. Если не изменится, то мы с вами вместе ее немножко отпарим, и будет вообще отлично. Пуговицы, если мы будем делать уже после ВТО. Ну что, друзья, как ваше настроение? Я готов. Переходим к ВТО. Стиральная машинка Bosch, загрузка барабана 9 килограмм.
Кардиган сюда отлично помещается. И поворачивается там отлично. То есть места у него достаточно, чтобы постираться. Чаще всего использую такие два средства. Шапу, шаги. Именно вот этот вот запах, аромат очень мне нравится. И вот такое средство от Ланга интервал. Сегодня шапу постираем. Несколько капель капаю прям в барабан. Не на изделие, а в барабан. Есть. И немножечко в отсек. Ну что, ставим с вами стирку. Супер быстрая есть, 30 минут, 30 градусов. Можем поставить шерсть. Давайте шерсть поставим. 30 градусов, 40 минут. Я стираю и на том, и на этом. Давайте сегодня попробуем на шерсти постирать. Я думаю, с этим материалом, с полушерстью ничего не произойдет. Поехали. Вытаскиваем наш. Ух ты, какой мягкий. Ну, влажный, конечно, но мягче стал. Прям я уже чувствую прям пушок вот этот. Круто, круто. Так, пойдемте посмотрим стандартный вариант сушки. И потом покажу вам нестандартный. Стандартный вариант правильной сушки вязаного изделия. Неважно, кардиган это, свитер. Раскладываем на горизонтальной поверхности изделия, на ровной поверхности. Выпрямляем его все части, манжетики, подправляем рукава, чтобы у нас ровно лежала наша вещь, высыхала и принимала исходные свои нормальные параметры. Потому что каждая пряжа, в зависимости от состава, по-разному растягивается и ведет себя после стирки. Вот так я его расправил, поправил. Лежит ровненько, аккуратненько и теперь будет сохнуть. Да, по истечению какого-то времени, там 2 часа, 3 часа, изделие можно перевернуть на другую сторону, чтобы оно продолжало высыхать. Сколько это займет времени, здесь от нескольких факторов зависит. От влажности в помещении, да, от погоды на улице, вообще от температуры, которая в вашем помещении в текущий момент. Поэтому сутки, двое-трое может кардиган сохнуть, потому что он такой тяжеленький, плотненький. Отжим был, но изделие такое, знаете, влажное. Я не скажу, что оно прям мокрое, сырое. Оно влажненькое, слегка мягенькое. Поэтому сутки, двое, нормальная ситуация, если он будет сохнуть. Друзья, этот эксперимент я провожу на свой страх и риск, поэтому если вы захотите его повторить, обязательно руководствуйтесь рекомендациями производителя пряжи и, конечно же, здравым смыслом. Конечно же, самый надежный вариант – это высушить изделие на горизонтальной ровной поверхности без использования нагревательных приборов, сушек, батарей и так далее. Просто дать ему высохнуть самостоятельно. Но я сегодня рискну. Попробуем сделать это в сушильной машине. На самом деле я уже сушил такие кардиганы в специализированной сушильной машине. И знаете, все было в порядке. Поэтому сегодня, я думаю, не произойдет никаких форс-мажоров, исключительных ситуаций, непредвиденных обстоятельств и так далее. Все будет отлично, и мы получим с вами на выходе сухое, классное пушистое изделие. Приступим. Снизу у нас стиралка, а сверху сушильная машина. Тоже Bosch, тоже с большой загрузкой. Барабан. И сейчас мы в нее поместим наш кардиганище. Как пахнет он. Запах классный. Выбираем режим. Здесь много режимов. На самом деле можно и шерсть, и деликатный режим. Вот просто по времени тепло ставим 50 минут и запускаем. Потом смотрим, если недостаточно еще влажный немного, то можно еще добавить. Можно также досушить на горизонтальной поверхности. Ну, давайте на 50 минут запустим и посмотрим. Все, вот
Наш кардиганище сушится в специальной машинке. Вон, и даже я здесь в отражении, видите? Привет, друзья, привет. С вами Андрей, мы сегодня стираем, сушим кардиганище. Какой теплый, сухой. Представляю вам кардиганище после ВТО. Стирка, сушка, все это мы с вами прошли. И вот мое итоговое, готовая вещь, сделанная собственными руками. Ну что, друзья, сейчас мы можем наблюдать параметры изделия после проведенных манипуляций. Напомню, что я сушил его в сушильной машине, а стирал в стиральной машинке. Что у нас с длиной? Длина практически по колено. Вы знаете, незначительное вытягивание есть по общему полотну. Может быть 5-7 сантиметров. Это сейчас не так видно. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, в период эксплуатации, опять же, как часто я буду носить этот кардиган, стирать и так далее, он все равно еще подвытянется вниз. Что у нас по рукавам? Если помните, в предыдущем видео я вот так вот вытягивал руки, и они у меня были вот такие. Сейчас рукава удлинились. То есть за счет того, что общий объем после стирки стал немного больше, изделие подрастянулось, рукава, естественно, чуть-чуть спустились вниз. И сейчас они прямо у меня вот как надо. Отличный длинный рукав. Опять же напоминаю, что пока мы будем с вами носить и пользоваться этим изделием, у нас все оно будет вытягиваться, в том числе и рукава. Кардиган стал мягче. Это чувствуется прям сразу после того, как я вытащил его из барабана стиральной машины. Появился легкий пушок. Петельки стали ровнее. ВТО прекрасная процедура. ВТО всегда нам покажет все наши косяки, которые мы допустили в процессе вязания, в процессе сборки, на всех этапах создания нашего с вами шедевра. Если мы где-то пропустили петельку, после ВТО это будет видно. Она где-то вылезет, и мы это обязательно заметим. Если где-то не доскрепили шов, он также после ВТО себя покажет. Поэтому не пренебрегаем этим процессом, а обязательно стираем свои изделия. Плюс для заказчика не будет сюрпризов, если вы сами выполните ВТО. Я делаю эту процедуру на каждом своем изделии обязательно. Образец мы вяжем, да, но образец он маленький, небольших размеров. Порой, чтобы понять, как ведет себя пряжа, конкретный материал в таком узоре, в таком объеме, нам нужно сделать ВТО готовые изделия полностью. Тогда мы будем обладать всей информацией. И тогда не будет сюрпризов ни для вас, ни для заказчика. Конечно же, пряжу где-то хранят в магазинах, на складах, с завода ее транспортируют, да, там логистические цепочки какие-то большие. Естественно, на нее попадает пыль, она пачкается. Плюс, когда мы вяжем, мы используем руки. На руках тоже все бывает не так чисто, как кажется нам, да? И, конечно же, стоит постирать изделие, чтобы смыть всю эту пыль, грязь, которая попала в наше полотно, начиная с транспортировки и создания мотков на заводе, заканчивая нашими руками. Плюс пряжу красят, используют красители, там, стирают, обрабатывают какими-то составами. В общем, ВТО делать нужно. Поэтому стоит все это смыть, и чтобы изделие было чистеньким, приятным, пушистым и классным. И, конечно же, нити раскрываются, опять же, зависит от состава, но здесь я отчетливо вижу легкий пушок, мягкость по всему полотну, и все получилось очень здорово. Друзья, не могу нарадоваться и держать этих эмоций. Поздравляю себя, поздравляю вас. Мы закончили этот курс и связали обалденный кардиган. Посмотрите просто на это шикарное, великолепное полотно. Я обладатель кардиганища, который сделал сам своими собственными руками. И мы вместе с вами были вовлечены в каждый из этапов, в каждый из процессов. Вместе вязали, вместе соединяли, вместе проводили ВТО. И в итоге посмотрите, что у нас получилось. Как я рад!
Благодарю вас за то, что вы все это время были со мной, проходили по каждому уроку, смотрели видео, читали мои тексты, да, фотографии, вязали, терпели, старались. Уверен, что у вас все прекрасно получилось, и вы будете в восторге, если уже не в восторге, от вашей работы. Спасибо вам за ваши комментарии, отзывы, сообщения, фотографии, видео, за вашу обратную связь. Для меня это очень важно. Знайте это и обязательно делитесь своими работами, вопросами, присылайте. Получается что? Не получается. Я всегда рад вашим сообщениям, вашей обратной связи. У нас для этого есть с вами специальный телеграм-канал, группа, в которой мы можем общаться, делиться, вдохновляться работами других участников. Поэтому присоединяйтесь и будьте на связи. Спасибо, что были со мной, друзья. Я был здесь, писал для вас, снимал видео, показывал, как и что я делаю. Вы, в свою очередь, по ту сторону экрана вязали, наслаждались процессами, смотрели мои материалы. И я уверен, что у вас все отлично получилось. Меня зовут Андрей. Спасибо вам, что были со мной. До скорых встреч.